Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить самые вкусные, нежные и сочные котлеты по моему любимому рецепту. Вкус у котлет получается просто невероятный, они реально самые нежные. Обязательно приготовьте их и попробуйте. Для рецепта мне понадобится. На моем канале около 1500 рецептов вкусных блюд. Чтобы легко найти нужный вам рецепт, просто напишите в поиске YouTube такую комбинацию: Люда Easy Cook и название блюда, или Люда Easy Cook и любое слово по теме рецепта. Лук и чеснок режем произвольными кусочками, так как все равно потом все будем пропускать через мясорубку. Мне очень нравится рецепт котлет именно с жареным луком, не со свежим. Тогда они получаются более сочные и мягкие. Ставлю разогреваться сковородку, наливаю умеренное количество растительного масла. Отправляю обжариваться сначала чеснок. Не надо, чтобы он просто дал свой такой приятный аромат. Не надо его слишком зажаривать. И теперь добавляю лук. Лук обжариваю, чтобы он стал такой прозрачный и слегка зазолотился. Не надо его слишком сильно зажаривать. Также в сковородку добавляю кусочек сливочного масла. Это также придаст котлетам мягкость и сочность. Перекладываю лук в миску, чтобы быстрее остывал. Перекладываю прямо вот с этим маслом, в котором жарился лук. Также в мой фарш я буду добавлять небольшой кусочек хлеба. Здесь всего 60 граммов хлеба. Я не добавляю много, просто чтобы сам фарш получился таким более нежным. Заливаю молоком. С хлеба обязательно надо срезать корочки, использовать только мякиш. Для рецепта я буду использовать говядину, можно использовать и свинину, либо брать фарш ассорти 50 на 50. Пропускаю мясо и обжаренный остывший лук через мясорубку. Я отправляю лук прямо вместе с маслом в мясорубку. Также я отжимаю хлеб, хорошо отжимаю и отправляю также в мясорубку. Лишняя влага мне не нужна. Добавляю в фарш яйцо, соль, черный перец. Соль, перец и другие специи добавляйте по своему вкусу. И добавлю чайную ложку сушеного чеснока. Хорошо все вымешиваю, и не просто вымешиваю, а фарш еще отбиваю, для того чтобы котлеты хорошо держали форму. Когда фарш отбиваете, он приобретает такую однородность. По мере отбивания фарш меняется. Посмотрите, в нем появляются вот такие белковые нити, и он становится более однородным. Панировать котлеты я буду в муке. Очень удобно делать это на какой-то большой поверхности. Я буду делать на подносе, можно делать также на деревянной доске. Смотря какие котлеты вы хотите сделать, столько фарша и берите. Слегка отбиваю фарш в руке и придаю форму котлеты. Выкладываю в муку. Обваливаю в муке со всех сторон. Излишки стряхиваю и придаю нужную мне форму. Укладываю здесь с краю, там где нет муки. Обязательно стряхивайте излишки муки, чтобы она потом не горела в масле. И таким образом я формирую столько котлет, сколько поместится у меня на сковороде. Разогреваю сковородку, наливаю небольшое количество растительного масла, просто чтобы оно покрыло дно. Выкладываю котлеты на разогретую сковородку. И теперь на среднем огне обжариваю котлеты с двух сторон до готовности. Крышкой я их накрывать не буду, чтобы котлеты именно жарились, а не парились.
Слишком много котлет в сковородку я тоже не выкладываю, чтобы они не лежали слишком близко и тоже не начали париться, а чтобы они обжаривались со всех сторон. Когда почувствовали, что котлеты с одной стороны схватились, можно переворачивать их на другую сторону. Затем их еще можно перевернуть туда-сюда пару раз. Первая партия котлет у меня уже готова. Как определить их готовность? В принципе, это достаточно просто сделать. Если вы чувствуете, что котлеты стали вот такие плотненькие, что они уже не мягкие, значит они готовы. Я обжаривала котлеты примерно в течение 80 минут. Снимаю их со сковородки. Снимаю котлеты на тарелку. При желании можно их снять на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Посмотрите, какая сочная котлета получается. Очень вкусная. И она такая ароматная. Этот рецепт мой самый любимый. Я очень рекомендую приготовить и попробовать эти самые вкусные, сочные и нежные котлетки. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!